зрители и подписчики моего YouTube канала. Рад вас видеть, несмотря на тяжелые времена. Сегодня мы обсудим достаточно интересную работу, которую я, в принципе, до этого не показывал у себя на YouTube каналах. Но периодически люди пользуются и заказывают эту услугу. Ну, и она достаточно востребована. Достаточно часто, процентов 10-20 случаев, мне заказывают такую работу, которая у меня, в принципе, я не рассказывал на своем YouTube канале, это защита от магических воздействий, защита от любых воздействий негативных магий и приворотов, порчей, обрядов разных, от любого вида магии. Значит, данная защита делается на всю жизнь. И я сейчас расскажу и предисловие, историю. Как раз сейчас я буду делать одну из таких работ. Молодая девочка из Узбекистана, 21 год, влюбилась в такого же молодого парня, 21-22 лет. Все хорошо, любовь, романтика, чувства. Естественно, они решили стать мужем и женой. Все было хорошо, молодожены любили друг друга. Но в какой-то момент моя клиентка начала понимать, что с ней что-то не так. У нее периодически была агрессия, слабость, непонимание, то есть у нее просто пропадали мысли, и она не понимала, что с ней, кто она и как. У нее болели руки, ноги, была слабость в теле, она ничего не могла делать, все делала через силу. Вначале, после того, как они сыграли свадьбу, молодожены переехали в дом к мужу, к родителям его, и там, к сожалению, как потом оказалось, мать не взлюбила жену мужа, хотя делала вид, что все хорошо. Но периодически из-под тишка делала всякие неприятные вещи. Так длилось почти год-полтора. В какой-то момент у моей заказчицы произошло понимание, что с ней что-то странное происходит. У нее перестали быть чувства к своему любимому человеку. Она не может ничего сделать. Но она обращала внимание на бытовуху, на непонимание, что происходит. И параллельно у нее мать попала в больницу с достаточно серьезным диагнозом, хотя была достаточно здоровая и постоянно обследовалась. Это средней обеспеченности семья, то есть мать следила за своим здоровьем. И мать слегла с очень серьезной болезнью. Мать моей клиентки. И все хорошо. Вроде как она беременна, у них родился ребенок. Но ребенку несколько месяцев буквально. И у моей клиентки вдруг ни с того ни с сего она падает в обморок, теряет сознание и понимает, что приходит в себя через буквально 8-9 часов в больнице и понимает, что с ней что-то реально происходит страшное. Она начинает бегать по врачам, по специалистам, но специалисты ничего не находят, а ей становится все хуже и хуже. Более того, отношения между молодоженами все хуже и хуже. А у нее не находят никаких болезней, она падает в обморок, у нее слабость, апатия, у нее не имеют руки, ноги, она не понимает, что с ней происходит. В оконцовке мать только выходит из больницы, опять попадает с каким-то другим диагнозом. И так все идет по кругу. В итоге клиенты, которые ко мне обращались, посоветовали, они дружили, подруга посоветовала обратиться ко мне. После того, как она обратилась ко мне, естественно, рассказав всю ситуацию, прислала фотографию, через некоторое время, через сутки, я почти сутки просматривал и мать, и ее, я увидел, что мать делает
порчи на то, чтобы они разошлись с мужем, и порчи на смерть. Также мать делает порчи ее матери, то есть ее матери порчу на смерть. Непонятно, что вызвало такую реакцию, да, почему она так не взлюбила жену мужа. Но вот в итоге, как получается, она сделала порчу на обоих очень сильную, и на мою клиентку, и на мать. Значит, я уже где-то примерно 3 недели снимаю эту порчу, и матери ее, и ей стало намного легче, они себя нормально чувствуют. Но кроме всего еще была задача сделать так, чтобы мать больше не смогла воздействовать на нее и на ее мать. Поэтому сейчас мы будем делать защиту от магических воздействий, от любых магических воздействий, чтобы больше мать, которая, скажем, не взлюбила жену сына, чтобы она больше не смогла никак воздействовать ни на нее, ни на ее маму. Эта работа называется защита от магических воздействий. А сейчас мы переходим к самой работе. Это часто, что люди просят сделать защиту от магических воздействий. Либо бывает ее делают вообще еще, то есть ее делают вперед иногда, то есть никто ничего не сделал на вас, но на всякий случай, чтобы никто никак на вас магически не мог воздействовать, делается защита. Защита делается от всех магических воздействий, и после того, как я сделаю защиту, больше уже никто на вас не сможет воздействовать. Вот. А зрителям моего канала я пожелаю оптимизма, счастья и, главное, настроения в это тяжелое время. И всего самого наилучшего, чтобы все было все хорошо. Вот. И надеюсь, YouTube у нас не выключит, и все будет хорошо. Дорогие зрители. Защиту мы делаем через куклу. В том числе и кукла отправляется заказчице. Что-либо, если человек сделает какую-нибудь порчу, проклятие, или какой-то магический негатив, или еще что-либо, или с глаз, все уходит не в человека, а в эту куклу, которую я сейчас делаю. Данная кукла действует на всю жизнь, и она полностью защищает от любых магических воздействий. Работа делалась уже, то есть я порчу уже снял, почти 3 недели снимал порчу. Сейчас мы выполняем защиту, так как эту работу я ни разу не показывал на ютубе, я показываю, как она делается. Большую часть работы я уже выполнил. Кукла намного меньше, чем обычная кукла, которую я выполняю для приворотов, для узды. Она, почти что
вдвое меньше. То есть вот сравните, вот кукла для приворотов и ульты, а вот кукла для защиты. Как они выглядят. Значит, ну, любые вопросы в комментариях. Буду стараться вам отвечать. И в тяжелые времена, надеюсь, мы прежде всего будем людьми, и все у нас будет хорошо. Мы совсем справимся. Я желаю только положительных эмоций, хорошего настроения и счастья. Я понимаю, что очень тяжело думать в такие промежутки жизни о хорошем настроении, но все проходит, это время. И тяжелые времена пройдут для России, и будет все хорошо. Мое превью: заботьтесь о своих близких, дорогих людях, не делайте порч, проклятий. Вообще, в принципе, поменьше пользуйтесь магической помощью, если вы можете сделать все сами и решить проблему сами, не обращаясь ко мне, сами вернуть. Не надо обращаться, чтобы было проще вернуть любимого человека. Если вы можете сами вернуть, решить ту или иную проблему, то лучше сначала попытаться сделать самому, прежде чем обращаться ко мне. Вот. Но защиту, скорее всего, многим людям стоит делать, потому что очень много завистников, недоброжелателей. К сожалению, скажем, как же правильно сказать-то, про свекровь или бродят всякие слухи, не слухи, а анекдоты. Да, к сожалению, почему-то мамы принимают решения за своих детей, с кем им жить и как им быть. Это неправильно. Каждый человек венец своей судьбы, и он должен сам принимать решения. И мать не имеет права принимать решения за сына или за дочку, с кем ей жить или с кем ему жить. Тем самым вы лезете в будущее и меняете будущее своего ребенка и делаете его несчастным. Возможно, в некоторых случаях. Поэтому постарайтесь не лезть, и все у вас будет хорошо. Постарайтесь дружить со своими свекровями, зятьями, и не пытайтесь лезть в их судьбы и принимать за них решения.
Вот периодически у меня случаются вот такие ЧП, что-то загорается, но это производственный процесс, так называемый. Так, небольшой ожог, как всегда, но бывает, ничего страшного.
Вот теперь мы будем заканчивать нашу работу. И сейчас мы питаем информацию. Почти все готово. А на этом мы закончили работу. Работа выполнена. Всего хорошего. Подписывайтесь. Ставьте лайки, колокольчик. Счастья, всего хорошего. До свидания.